Всем привет! Итак, сейчас я вам покажу, как мы можем обращаться к элементам в JavaScript. Покажу настоящую магию в браузере, так сказать. Итак, для начала мне нужно базовую HTML разметку. Это я вынесу сюда. Это засуну сюда. Создам кнопочку, пока мертвую. Click me. Напишу таким образом. Напишу div блок, который мне будет разметчику базовую давать. Создам еще один блок для наглядности. Напишу привет, это this container. Так, таким образом. Теперь нужно написать функцию обработки событий. Пишу function. Ой, не сюда. В скрипт не нужно написать ее. Так, скрипт засуну вниз body, чтобы по красоте было все. Напишу function click me, пусть будет такая функция называться таким. Вот так. Напишу alert click me. Пока ничего сложного, просто вывод окна. Итак, чтобы у меня кнопочка оживилась, пока она мертвая, смотрите, нажимаю на кнопку, ничего не происходит. Чтобы она стала живая, мне нужно как-то связать эту функцию с этой кнопкой. Я могу несколькими способами связать. К примеру, onClick. Это у меня, видите, подсветилось. Какой большой список тут на штук. Ну, большой список — это все события, которые существуют практически у каждого элемента на странице в браузере. Вот они у каждого элемента, короче, есть. Ну, просто у некоторых элементов какие-то доступны, какие-то недоступны есть. Вот так. Итак, к примеру, onClick у меня событие. Я могу вот так написать и передать сюда просто название функции со скобочками. И у меня теперь будет вызываться событие. Смотрите, нажимаю на кнопку, у меня остается click me. Нажал, выполнилась какая-то фигня. Дальше. Следующее. Я, к примеру, хочу, чтобы у меня при нажатии на эту кнопку изменялся вот этот контейнер. К примеру, вот этот текст просто буду изменять. Сейчас я вообще изменю его чуть-чуть, чтобы побольше будет наглядности. Вот. Привет, здесь контейнер у меня такое. Текст здесь. Это контейнер, у меня это кнопочка. Пока, я думаю, все понятно. Мне нужно обратиться к этому элементу. Для этого я создам переменную, контейнер пусть будет, и обращусь к элементу. Для того, чтобы мне найти элемент, я могу несколькими способами воспользоваться. К примеру, вот список, чем я могу воспользоваться. Get elements by name, tag name и так далее. Я воспользуюсь по ID-шнику. Это вот ID атрибут специальный такой. Это поиск по атрибуту, вот этому по ID. Все, засунул сюда. У меня теперь есть связь с контейнером. И я, к примеру, пишу контейнер. Это я обращаюсь к переменной контейнер. Пишу inner HTML. И, к примеру, пихаю сюда, к примеру, click this, click me. Вот так. Текст поменял. Все, перезагрузила страницу. Нажимаю click me, видите, как я рассказывал, помню, про диалоговые окна, если не смотрели урок, то посмотрите обязательно. Я говорил то, что вот эти окна, диалоговый alert, prompt, confirm, они блокируют выполнение JavaScript, и поэтому у меня выскочило окно, пока я нажму ок, дальше ничего не происходит. Текст пока что не поменялся, видите, на месте. Я только нажимаю ок, сразу же меняется текст. Здесь click me. Вот так я вам показал, как базово можно связать. Событий много, и также можно еще другим способом связать это все. К примеру, я напишу ID, пусть будет my button. Вот такой у меня ID будет на кнопочке. Я, к примеру, делаю ссылку еще на my button. Пишу вот так, к примеру, это все копирую. Также, не помню, там вроде с 2015 года вообще можно без объявления это все делать. К примеру, я могу даже так написать. Вот, просто покажу вам my button. Это закомментирую. Так как у меня ссылка есть, я нажимаю клик. Вот у меня, видите, кнопка выходит. Если не ошибаюсь, с 2015 года в спецификации JavaScript добавили то, что элементы, когда нажимаем с дэшем ID, они автоматически как бы регистрируются в
в Windows и документ вот в глобальных объектах они вот, ну, документ от документ в Windows они как бы регистрируются, и вы как бы можете сразу же по ID-шнику к ним обращаться, к примеру, вот Windows my, ну тут это свойства нет, но фиг с ним, без разницы. Блин, что-то не то. Вот он, да, просто ошибочку. Вот, видите, у меня появилось свойство глобальное, вот, которое ссылается на эту кнопку. Так, надеюсь, все тут понятно. Итак, я могу сразу обратиться к этому элементу, даже без поиска вот этого, более сокращенная запись у меня будет, и задать ему событие. Чтобы событие назначить, нужно использовать метод add-event-listener. Это прослушка событий. К примеру, пишу onClick событие и пишу какую-нибудь функцию. Пусть будет вот эта функция у меня. Так, все, передал функцию эту. Здесь я убираю вот эту штуку. К примеру, я даже могу вот так разделить. И, к примеру, ну так не буду делать, комментировать. Просто ее убрал. Все. Вот так, убрал покрасивее, чтобы было. Перезагружаю страницу. И у меня, видите, произошла ошибочка. Так. Здесь функцию я thisClickMe. Так, видите, у меня ничего пока что не срабатывает. Я так. Ага. Вот, у меня, видите, сработала функция. Здесь все-таки правильно все. Так, а почему не срабатывает? Это event listener. Event listener на my button. Так. 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 Он, вот в чем ошибка. Я он написал, он нафиг не нужен. Все, видите, у меня работает. Короче, он там не нужен, он это вот так вот. Если использует event listener, он не нужно использовать. Просто он клик просто пишет, либо там mouse down, mouse up и так далее. Вот я вам показал, надеюсь, вот такие вот возможности есть. В JavaScript огромное количество возможностей, он такой подзапутанный, такой сложноватый, может показаться. Но да, он такой непростой. Ну вот, надеюсь, быстро показал вам возможности, как изменение событий, обращение к элементам. На этом сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пока.